Echo Mini. Новый портативный плеер нового же бренда Snow Sky китайской компании FiiO. Позиционируется как high-res, high-end, вот это вот все, музыкальный плеер для тех, кто угорает по дизайну старых кассетников. Коробка яркая, самое оно для старых пердунов вроде меня. Продается на разных маркетплейсах, в том числе на Алике. Даже официальный магазин есть. Стоит примерно $55 вместе с доставкой на февраль 2025 года. Плеер у нас в отдельной емкости. Снизу у нас коробка с мелочевкой. В ней у нас инструкция, огрызок USB Type-A, USB Type-C кабеля, леденцы, которые нельзя кушать, и гарантийный талон. Зачем-то. Что по внешнему виду? Корпус пластиковый, существует в 3 разных цветах – черном, розовом и голубом. У меня в руках, а у вас на экранах – черный. Как и ожидалось, выглядит как кирпич. Как говорил один продавец фруктов, но не то чтобы очень. Очень отдаленно напоминает Walkman VM17, особенно в голубой расцветке. Размер, впрочем, не такой, как у натурального кассетника. Хотя некоторые могут вспомнить микрокассеты, которые использовались для диктофонов и автоответчиков. Они раза в 4 меньше, чем обыкновенные. Вот для сравнения старый 100 раз пересобранный Hi-Fi-Man. Вот только взгляните на этот аккумулятор. Могли бы по приколу такой же засунуть, чтобы заряжать раз в полгода. Давайте посмотрим, что вообще из себя представляет плеер. Визуально это просто матовая монолитная коробочка с блестящим экранчиком. Слева у нас разъем USB Type-C и выход под microSD карточку. Справа кнопка сброса, разъемы под наушники 3,5 и 4,4 мм Pentacon. Несмотря на большое окошко, сам экран довольно маленький, назло любителям тонких рамок. Сверху у нас 6 кнопок, которыми осуществляется управление. Экран не сенсорный, все управление кнопками. Сзади сделали выступ под батарейную крышку, хотя самой крышки нет и батарейку поменять нельзя. По крайней мере, не разбирая. Зачем, непонятно. Возможно, так пожелала восточная душа. С вашего позволения, я пока включу и проверю, что плеер в принципе работает, а то мало ли видео не получится. Ну а пока что будет фоном общая информация. Что вообще за Snow Sky? Как сказал ранее, это дочерний бренд компании FiiO. Ну или FiiO, ну или FiiO. Короче, FiiO. Первой железкой был Bluetooth SAP Retro Nano, который тоже выглядел как кассетник и тоже стоит примерно $55. Принципиально, что у него заменяемый аккумулятор, стандартного типа размера 10440. Это как 18650, только 10440. Не перепутайте с обычной батарейкой. Вообще говоря, у FiiO есть и виниловый проигрыватель, и сидюк, и кассетник. Не иначе кто-то из менеджеров нашел чертежи технологий древних эльдийцев. Сайт нам говорит, что плеер умеет проигрывать WAV, FLAC, APE, DSD, ну и, собственно, MP3, AAC, OGG, VMA. Непонятно зачем, но тем не менее. Прошивка у него собственная, не Android, и, к слову, вышла уже пара обновлений. Какой проц, производитель не указывает, но в файле прошивки указано, что ROG-чип RK Nano. Это семейство слабеньких процессоров для маломощных устройств. Какой конкретно копать не стал, да и в принципе Xeon плееру и не нужен. Производитель заявляет, что установлено 2 ЦАПа Cirrus Logic CS43131. Не в первый раз вижу подобное, и никто не объясняет, зачем. Если один на выход 3,5, другой на 4,4, то это странно. Если по ЦАПу на каждый канал, то еще страннее, так как этот ЦАП и так двухканальный, и под спецификацией может вытянуть чуть ли не 600-омные наушники. Короче, если знаете, напишите в комменты. Отдельного усилка нет, за все отдувается ЦАП. Bluetooth есть, но заявлена поддержка только протокола SBC. Вообще этот протокол должен поддерживаться любым утюгом, но почему-то сказано, что Apple-овские устройства в пролете. Аккумулятор встроенный, 1,1 Ампер-часа, ну или 1100 махов, кому привычнее. Заявлена работа до 15 часов. Как уже неоднократно говорилось, есть 4,4 мм Pentacon для балансного подключения. Лично я особого смысла в нем не вижу, разве что для получения большей мощности, чтобы наверняка оглохнуть. Имеется встроенный накопитель на 8 гигов, флешку поддерживает до 256 гигов. Теперь предметно. Включается довольно быстро, чай не Android. Вот для сравнения с AP80. Экран простенький, 2-дюймовый цветной, не сенсорный. Будь он еще монохромным, я бы вообще орал имя императора в голосину. Управление незамысловатое. Качельки — это и передвижение по меню, и управление громкостью, и, что меня лично раздражает, выбор трека по длительному нажатию. Отдельные кнопки для включения и выключения плеера, для меню и для назад. Настроить нам дают Bluetooth, экран,
выключение, дату, время, тему, язык. Можно также посмотреть какую-то информацию, сбросить настройки и форматнуть накопители. Русский язык есть. Так, что еще за музыкальный костюм? Короче, нет русского языка, будем работать на английском. Есть эквалайзер, но вот пресеты здесь скудные. На сайте в скором времени обещают обновление со стилизацией под ретро-звук. Пожалуйста, не надо. Это, к слову, были настройки аудио. Там у нас лимит громкости, по дефолту 60, режим проигрывания, по кругу или рандомно, эквалайзер, фильтр и усиление, high gain, low gain. Работать в режиме внешнего ЦАП плеер не умеет, то есть нельзя подключить к компу или телефону и использовать плеер как звуковую карту. Ну вот, например, как HiDis AP80. Эхо Мини же при подключении к компу просто воспринимается как съемный накопитель. Ну или два съемных накопителя, если подключена флешка. Прошивка, к слову, обновляется только со внутреннего накопителя. Проверим заявленные кодеки. Я залил на флешку один и тот же трек, отконвертированный в разных форматах, причем на пределе заявленных параметров. И вот тут начались проблемы. AAC 48 кГц играется спокойно. А вот при переходе на 96 плеер ненадолго виснет и отказывается играть. Monkey Audio проигрывается на 96 кГц как с качеством 2000, так и 4. С DSD 64-256 никаких проблем нет, разве что хрен в этот формат переконвертируешь. FLAC также прекрасно проигрывается, вплоть до 192К 24 бита. Ну, MP3 любой утюг проиграет, причем и с VBR 260, так и с CBR 320. Так, шум мы пока пропустим. С OGG 192К и сжатием 10 все в порядке. А вот при переходе на WAV 192К 16 бит плеер сильно завис. Тут-то и спасла кнопка сброса. Впрочем, после перезагрузки вавки вполне себе проигрывается. И 16 бит, и 24. Но вот интерфейс начинает сильно подтормаживать. VMA, если он кому-то до сих пор нужен, проигрывается вполне. Короче говоря, лично я не рекомендую слушать на нем музыку с частотой выше 96К. И еще, на 192К попросту не работает эквалайзер. Ни 24 бита, как написано на сайте, ни 16 бит. Стоит открыть файл 96К и ниже, эквалайзер заводится. Проверим, насколько хватит громкости. Возьмем арматурную китайчатину KZ ZAS, простенькую японскую китайчатину Fostex T7, она уже на 70 Ом, и японский дрын T50RP, который хоть и на 50 Ом, но драйверами которых можно сломать ногу, если уронить. Это по 3,5 мм. На балансной, к сожалению, нашлась только китайчатина Celis Pandamon 2. Они всего на 9 Ом, но других попросту нет. Даже штекеров, чтобы перепаять, я не заказывал. Для понимания, это уши, которыми лично мне комфортно пользоваться. Вы можете быть совершенно не согласны с моим мнением, моим выбором железок и вот это все. Короче, лучше вообще приходить в магазин и слушать железо вживую. Сказал человек, который купил плеер на Алике, ага. Короче, в KZ было комфортно слушать на 15 громкости в помещении. T7 пришлось выкрутить до 25, чтобы достичь примерно той же громкости, что и KZ. А вот T50 сразу подавай 35. И звук-то есть, музычку играет, но звук довольно плоский, если сравнивать с сонным через звуковую карту. Panda на пентаконе чувствовала себя прекрасно также на 15 громкости. К качеству самого звучания у меня вопросов нет. Иногда проскакивали артефакты в MP3, но в остальном все довольно чисто. Кстати говоря, звук одновременно выводится на оба выхода, так что если есть с кем поделиться музыкой и запасные уши, вперед. При отключении ушей музыка приостанавливается. Придираться к мелочам вроде «вот на частоте 7891 Гц просадка целых 0,5% я не собираюсь. Кому интересно, вот очиха розового и белого шума, записанного с плеера. Правда, в одном канале, но уж не обессудьте. В данном случае вам о качестве звука скажет больше применяемый ЦАП, чем мой трёп. Да, можно запороть хороший ЦАП хреновой обвязкой с софтом, но здесь все в порядке. Bluetooth. К старым полуубитым Redmi подключается спокойно, звук отдает. Телефон-плеер, не плеер-телефон даже не видит. К соньковскому саундбару подключается, звук сносный.
Я беспроводными наушниками почти не пользуюсь, так что играет и на том спасибо. Итого. $55 за похожий на кассетник-плеер от довольно известной фирмы. Стоит ли? Ну, тут, пожалуй, пускай решает каждый сам для себя. Мне лично такой плеер нравится тем, что у него не сенсорное управление, ну и довольно хороший звук. Я, например, когда иду по улице, люблю засунуть руку в карман и, не глядя, переключать песни. А вот с сенсорным управлением это не особо удобно. Hi-Dis, да, с кнопками, но основное управление у него сенсорное. И еще с дурацким колесиком, которое провернуть одним пальцем не выйдет, и которое случайно нажмешь, и в кармане начнется вакханалия. Ну и у него есть минусы. Первое — корпус и кнопки. Вернее, клацалки. Корпус выглядит дешево и очень легкий, будто внутри тупо ничего нет. Ну а кнопки... Вот честное слово, я бы с радостью доплатил десятку сверху, если бы дизайнеры из Поднебесной сделали хотя бы имитацию механических кнопок, ну которые были на старых кассетниках вплоть до середины 90-х, с долгим ходом и характерным щелканием. Ну и еще пятерку, если бы была фиксация кнопки play. И карандаш в комплекте. Второе. Я не понял, почему не сделали отделяемую батарейку. Есть же опыт ретро-нано. Да, аккумулятор можно менять раз в пятилетку, а к тому времени уже можно выкинуть новую модель на рынок. Вот только плееры — это не мобилы. Их можно таскать и по 10 лет, и производители до сих пор выпускают старые модели. Раздражает отсутствие отдельного управления громкостью. Раз уж топите за вайп кассетников, ну сделайте вы крутилку. Приятную крутилку, а не вот это вот чудо. Я не заметил в настройках автоподстройку громкости, и можно запросто оглохнуть, если после спокойного эйбмента врывается Мик Гордон со своим оркестром бензопил под аккомпанемент 16D20. Ну а о проблемах воспроизведения обозначенных форматов я вообще молчу. Так-то да, 48К 16 бит хватит всем, но есть же особо утонченные личности. Да и зачем врать на сайте? Ну и конечно, нет перемотки по самой композиции, только предыдущая следующая. Те, кто слушает подкасты, взвоют. Ну, будем надеяться, прошивками исправят. Кстати, не помешал бы чехол в комплекте. Экран пусть и не сенсорный, но пластиковый. В кармане вместе со смотанными наушниками превратится в труху через полгода. Ну вот как-то так. Если вы уже обладатель такого плеера, поделитесь своим мнением. В комментариях вам всегда рады. Ну, на этом все. Всем спасибо. Бонус для тех, кто досматривает видосы до конца. Я таки решил разобрать плеер. Благо это несложно, и для этого нужен тонкий шестигранник для корпуса и крестовая отвертка для материнки. Итак, что у нас? На крышке только экран. В остальной части материнка, кнопки, антенка для Bluetooth и приклеенный аккум, точно такой же, какие вставляют в одноразовые вейпы. У материнки из интересного RK Nano D, я как раз угадал с видео рядом, и внутренняя память. С обратной стороны 2 ЦАПа с обвязкой, как и обещали. И посмотрим еще раз крупным планом. Пустого места полно, так что реально могли сюда примостить отделяемый аккумулятор. Причем не 10440, как у ретро-нано, а 14500. Он как батарейка АА, но то бишь как пальчиковый. Корпус простой как валенок, можно хоть на 3D принтере напечатать. Я думаю, если плеер обзаведется фанатами, то может какие моды придумают. Ну вот теперь точно все.